Летний день в спальном районе окраины города. Асфальт плавится под солнцем, воздух дрожит от жары. На лавочке у подъезда старой пятиэтажки сидит 75-летняя Анна Петровна. На ней аккуратно застегнутое пальто, хоть оно и выцветшее. На коленях вязаная сумка, рядом пакет с продуктами. Трость прислонена к лавочке. Спина прямая, взгляд внимательный. Она наблюдает за двором, словно за полем боя. Мимо проходят трое молодых парней лет 20. Шумные, самоуверенные, в спортивных костюмах с наушниками. Один несет пивную бутылку, другой жмет на колонку с дешевым трэпом. При проходе пакет Анны Петровны случайно падает, банка сгущенки разбивается о бордюр. «Ты что, бабка, не видишь, что люди идут?» Грубо бросает один. Анна Петровна спокойно поднимает банку и, не повышая голоса, говорит: «Подними и извинись». Парень в черной майке с черепом сначала смеется, затем замахивается на нее, но вместо удара толкает ее плечом. Трость скатывается по асфальту. Из подъезда выбегают соседка Людмила и мужчина со старой газетой. «Вы что творите?» — кричит Людмила. «Это наша Анна». Парни пытаются оправдаться. Мужчина вызывает полицию. Анна Петровна садится обратно, лицо бледное, но спокойное. Глаза ее останавливаются на самом наглом. «Родину нет и защищал, щенок. Потому и не знаешь, что такое честь». Через 20 минут подъезжает полицейская машина. Старший полицейский, заметив удостоверение Анны Петровны, останавливается в недоумении. Герой Советского Союза. Фото, золотая звезда, печати, подписи — все настоящее. Трое парней, прежде наглые, бледнеют. Старший офицер набирает рацию, младший с уважением смотрит на Анну Петровну. Двор замолкает. Люди аплодируют, кто-то приносит чай, кто-то цветы. Даже дети стоят тихо, глядя на нее с восхищением. Анна Петровна ведет их в свою квартиру. Там все будто застыло во времени. Обои, ковры на стенах, аккуратные платки, медали и фотографии юной девушки в военной форме с автоматом на плече. Сама Анна, 14 лет, партизанка. Она рассказывает о ранении под Псковом, о 2 днях в болоте, о выполненных заданиях, о товарищах, которых хоронили. «Мы не учились быть героями», — говорит она, — «просто знали, если не мы, то никто». Полицейские и соседи слушают молча. Трое парней стоят, не смеются, не дерзают, впервые осознавая, кого тронули. На следующий день история попадает в новости. Видео с телефонов соседей разлетелось по сети. Старушка, которая спокойно потребовала уважения, оказалась героем СССР. В школах проводят уроки мужества, ученики узнают правду. Анна Петровна приходит к ним, садится на стул и говорит: «Я не герой, просто человек, которому пришлось стать взрослым слишком рано. Сегодня вы живете в мире, потому что кто-то однажды не отступил». Школьники молчат. Они слышат историю, которая дышит перед ними. Один спрашивает: «Вы не боитесь сейчас людей улицы?» «Боюсь, но не за себя, а за вас», — отвечает Анна Петровна. «Если забудете, что кто-то дал вам жизнь, придется все повторять». Трое парней ждут суда. Их лица лишены дерзости, они впервые понимают цену поступков. Во дворе снова тишина, но она уже совсем другая. Люди приносят цветы, пересматривают старые фотографии ветеранов, звонят своим бабушкам. Все началось с одной женщины, которая не испугалась встать. И ее сила живет не только в медалях, а в каждом, кто услышал ее правду.